Привет, привет всем! С вами снова я, Ингрида. Сейчас раннее утро, и я отправляюсь на свою ежедневную утреннюю прогулку, ходьбу. И у меня, как всегда, отличное настроение. Но как оно может быть другим, если ты выходишь на улицу, и тебе навстречу вся природа улыбается? Солнце светит, все цветет и пахнет. Но как может быть по-другому? Ну и как видите, в жилой части именно этого комплекса сейчас тихо, спокойно, людей нет, все спят, отдыхают. Но не переключайтесь, смотрите видео до конца, и я вам покажу, что здесь может быть очень даже интересно и весело. Асьенда де ла Ламо – это большой, закрытый со всех сторон комплекс с надежной охраной, очень хорошо охраняемый. И делится он на 3 жилые части. Только что мы вышли из части Пуэбло Эспаньол. Это та часть, где наши апартаменты, где мы проживаем. Это считается центральная часть этого комплекса. Здесь находятся все офисы, бары, рестораны, кафе. Ну, в общем, основное движение именно в этой части комплекса. Рядом с нами слева часть Оазис, а буквально через 3 километра, докуда мы обязательно дойдем, будет жилая часть Лос-Оливос. Она находится рядом с выездом, возле шлагбаума. Также я зайду, вам покажу наш бассейн. И так я выхожу на свою любимую прогулочную дорожку, которая будет тянуться 3 километра в одну сторону, ну это почти до шлагбаума, до Лос-Оливос, и 3 обратно. Вот такой мой путь каждое утро. Бывают исключения, но очень редко. С левой стороны вот здесь уже виллы. Как-то обязательно туда зайдем, я вам покажу, как они выглядят. В каждой части жилой комплекс этого есть свои бассейны. В Оазисе их 3, если я не ошибаюсь. В Лос-Оливос их 8, ну а в Пуэбло Эспаньол 1. Туда мы обязательно зайдем. Я вам покажу, как выглядит наш бассейн. И как я говорила, вот виллы, вот от жилого комплекса, отойдя немного, поодиночке могут стоять отдельно. Ну, я не совсем одинока, хоть и раннее утро, но еще есть кто прогуливается. Buenos días. А воздух какой! Ой, здесь действительно очень чистый воздух. Ну, по-моему, хотя это считается, ну, вернее, не считается, он и есть, это район такой агрария. Это не туристическая зона, но для отдыха это просто рай на самом деле. Ну вот мы здесь уже, как я говорила, почти год. Ни дня не было, чтобы я пожалела, что здесь мы приобрели свои апартаменты, но, вернее, свое жилье. Ни дня не пожалели. Итак, я уже прошла почти половину своего маршрута. Дошла до вот такого рассечения дорог. Вот здесь тоже проход на эти виллы, которые я вам показывала вдали. Да, в этом районе я тоже еще не была, но обязательно мы с вами сходим, посмотрим, как там выглядит. А я отправляюсь туда, в сторону Лос-Оливос. Как сами видите, комплекс этот очень ухоженный, ну, за этим очень следят. Каждый день здесь что-то стригут, что-то сажают. Ну, в общем, постоянно его облагораживают. Делают все красивее и красивее. И тут такие цветы, вернее, кустарники растут интересные. Я сама им удивляюсь. Я целый год, вот как я говорю, почти хожу здесь каждый день. И все жду, когда они перецветут. Но они цветут и цветут. Я не знаю, что это за цветы. Вот смотрите, эти цветы какие. Не знаю, если кто знает, напишите мне в комментариях, как они называются. Но мне кажется, они вечные. Не перецветает, представляете? Я что жду, когда перецветут, они все цветут и цветут. Ну, какие пальмы старинные, такие, наверное, старые-старые, по-моему. Вот их не трогают. Если постоянно какие-то пальмы вот что-то обрезают, что-то обстригают, эти вот все время так стоят. Их тут много. Вот такие сады вот разделены по частям. Здесь пальмы могут быть, разные растения, цветы. Даже есть сосновые такие парки. Так что вот все здесь для людей. Красота, как я сказала, все цветет и пахнет. Ну и так я сегодня прошла вот весь свой утренний маршрут. Примерно эти 3 километра. Впереди там будет уже шлагбаум, уже выезд с комплекса. А вот впереди уже жилая часть Лос-Оливос. Ну, здесь все домики одинаковые. Но зато мне сказали, что здесь очень хорошие апартаменты внутри. Очень-очень хорошие.
Но все равно мне часть Pueblo Español больше всего нравится. Там хоть какая-то движуха чувствуется. Ну, как я говорила, смотрите видео до конца, обязательно вам докажу даже, что здесь не так, как кому-то вот кажется, вот мрачно, никого нет, да, тишина такая. Нет, здесь может быть очень даже оживленно и очень весело, очень. Вот так идешь по дороге, и все пахнет, как я говорила, цветет и пахнет. Ну, как не радоваться жизни, как вот не чувствовать вот именно отдых этот. Просто аллея цветов. Да, похоже, мне чаще надо начинать делать видео. Забываю как-то русскую речь, слова теряются. Ну вот, мы проходим мимо офиса менеджеров, именно менеджеров от банка представителей, которые застройщики этого комплекса, которые занимаются менеджеры именно по продажам. Вот прохожу мимо такого цитрусового сада, цветет он и пахнет. Ну вот как он пахнет, это просто непередаваемо. Ну, на некоторых цветы, а на некоторых уже вот цитрусы, уже такие зелененькие. Да, урожай здесь собирают 2 раза в год. Да, если дождей здесь бывает редко, то ветра здесь частый гость. Другой раз еду по трассе, вцепившись так в руль, лишь бы машину не снесло. Ну вот, как я ранее говорила, проходим мимо такого небольшого соснового сада. Пахнет соснами. Но запахи здесь постоянно меняются. То цитрусовые, то сосновые, то цветы непонятного происхождения. Это для меня непонятного. Ну, вот видите, маленькие такие пальмочки. Впереди будут разные растения. Ну, вот так и тянется моя прогулочная дорога. Вот мимо таких красивых садов. Но одного не хватает. Да, не хватает, если вы догадались, вернее. Это море. Неплохо было бы шелест волн здесь слышать, да? Сейчас зайдем, посмотрим на территорию гостиницы, как там выглядит, покажу вам. Может быть, кому-нибудь понадобится здесь остановиться. Да, цена, мы останавливались здесь пару раз, цена за сутки здесь была на двоих примерно 104 евро, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, это еще включено был завтрак и ужин. Так что такая цена была еще в прошлом году в сентябре. Я думаю, что сейчас она мало поменялась. И номера мне здесь очень нравились. Как я тоже раньше говорила, может быть, кому-то, конечно, у каждой свои потребности есть, да? Кому-то хотелось бы что-то более шикарного. Но я считаю, что очень хорошие, аккуратные номера. Кинем взгляд так совсем на небольшую часть этих гольф-полей. Как здесь оно выглядит? Ну, здесь такие разные вот искусственно созданные прудики, красивыми такими мостиками. Также все цветет и пахнет. Ну вот и горы, и горы, горы, горы. Ну и тучи. Появились на небе тучи. Вот и смотрите, как низко здесь летят самолеты. От нас буквально 15 километров на расстоянии находится аэропорт Мурсия. Кто-то говорил, что здесь как мрачно, кошмар, одни камни. Нет. Испания может быть очень разной. Юг – это одно дело, север, конечно, это совсем другое дело. Да, бассейн уже работает, он как-то одно время был закрыт. Его тоже облагораживали, расстраивали, делали немножко побольше мест для шезлонгов. Мы сейчас пройдем ближе к нему. Покажу вам его поближе. А это сама гостиница. И вот такие маленькие домики, там номера. Спустимся вниз сейчас и посмотрим на эти шатры большие такие. Нет, бассейн еще, конечно, закрыт. Ну, так вот он выглядит. И, как я говорила, если вы даже не проживаете в гостинице, вы можете смело подойти на ресепшн, на регистрацию и, заплатив 10 евро, можете целый день отдыхать в этом бассейне. Ну, правда, может быть, я сейчас с ценой ошибаюсь. По крайней мере, такая цена была в прошлом году еще. Да, здесь тоже можно брать велосипеды на прокат. Здесь автостоянка. Здесь наша машинка тоже обитала. Ну, немножко.
Немножко совсем, пару недель. Ну и так, вернулись мы в жилую часть. И кажется, здесь все так же тихо, так же спокойно, безлюдно. Но это очень обманчиво. Сейчас вам покажу, как здесь картина буквально меняется вечером. Здесь совсем напротив окна, сразу рядом буквально от наших апартаментов, где мы проживаем. Даже хоть выходной день, офисы работают все, самолеты летают. Смотрите, прямо над нашим домом, можно сказать. Наш бассейн тоже находится совсем рядом. Вот, пройдя этот супермаркет, ну, такой слабенький магазин. Это на самом деле самое необходимое. И, конечно, здесь можно приобрести, ну, чтобы совсем с голоду не умереть. Но за продуктами, конечно, мы едем в Фуэнте-Аламу. Это находится 4 километра. Нет, 4 километра это только до конца комплекса. Это примерно 7 километров расстояние до первого магазина Меркадона. Это также здесь есть хороший Консум магазин, Диа. Ну, в общем, все о магазинах будет в следующем видео. Так что, как я сказала, подписывайтесь, чтобы не потерять меня. Как я уже говорила, это закрытый бассейн. В него можно попасть только с помощью пульта. Вот. Прикладываем, открывается. Ну, вот так выглядит наш бассейн, в котором я еще ни разу не была. Не знаю, дождусь ли я 25 градусов воды тепла. Я думаю, дождусь. Не, раньше все равно здесь плавать точно не буду, пока она совсем-совсем не потеплеет. Ну, сейчас измерим, сколько на данный момент температура воды. Плещется вода, если не в море, то хотя бы в бассейне. Нет, на море мы обязательно поедем. Поедем обязательно на мой любимый пляж, покажу вам, где красивый песочек. Чистый, такой золотистый весь. Очень хороший пляж. Нет, наверняка здесь есть еще хорошие. Ла-Манго, я слышала, есть хорошие пляжи. Но я вам покажу пока что свой любимый. А потом уже будем искать остальные, другие еще. И вот также у нас рядом есть маленький такой детский бассейн. Ну, жду, когда водичка потеплеет. А сейчас вот измерим, сколько на данный момент температура воды. О, у меня тут такой термометр с собой. Знаете, 23 градуса, 23,7. Нет, для меня еще холодновато, даже пробовать не буду. Так что все, прощаемся с нашим бассейном и отправляюсь я, похоже, домой. И на этом я закончу свое сегодняшнее видео. Спасибо, конечно, всем за просмотр, спасибо за ваши лайки. И пишите комментарии, с удовольствием отвечу на все. И не забудьте подписаться, чтобы меня не потерять и увидеть следующее видео, в котором мы отправимся за покупками в магазин. Ну и на этом пока-пока, до встречи в новом видео.